Да. Идем испытать. Торунь классный город, сейчас покажем. Это город, кстати, Перника и Коперника Ну, такие костюм файный. с лентой Катажины. А спросите меня, где Чупи? Чупи такие. Когда у нас идешь на барахолку, лучше ничего не трогай, ничего не бери. На что похоже тоже? Немножко на Гданьск, на Вроцлав. Очень крутой. Вот этот город недооценен. А вот как классно. Чувствуешь себя в старой доброй Европе. Те самые пряники, которыми славится Торунь. Когда-то я занималась тоже пряниками, тоже их разрисовывала. Такое привезти классно. А teraz знали приятеля для Чупи. Она еще больше наклонена, чем Пизанская башня. Самое обидное, что мы тут всего 2 часа Вообще были. очень. Мы сюда вернемся, я думаю. Всем привет! Мы в Торуне. В северном, холодном Да. Торуне, Мы приехали, вообще думали, что будет очень тепло. в летних одеждах. А до Магди я повідаю, także ona nie zna, co my mówimy. Ja mówię, że nam tu zimą kupiliśmy dla siebie herbatkę. Да. Идем специровать. Торунь классный город, сейчас покажем. Все, поехали. Вообще, на первый взгляд, Торун очень даже классный город. Я смеюсь, потому что Магда закадровая, да? Это меня смешит. На первый взгляд, очень классный город, да? Да он, ну я чуть-чуть почитал, потому что мы так экстренно поехали, не готовясь почти. Я немножко посмотрел, что тут есть. Ну тут классно. Это очень классный город, старый. Это город, кстати, Перника и Коперника. Я задумал шутку. Наверное, это не оригинальная шуточка. Ну, расскажи. Каламбур. Короче, тут родился Коперник. И мы еще подойдем к дому, в котором он родился, но это не стопроцентная информация. Типа предположительно. Ну, там музей сейчас. И тут очень популярны пряники, они же перники, поэтому я так назвал Перника и Коперника. И первое, что мы видим в Торуне, это вот такой костел. Но такие костюм файный. С лентой Катажины. Мы хотим зайти посмотреть внутрь, это же костюм. Магда mówi, żeby ja mówiła po polsku w wideo, a ja nie mogę. To mnie straszно. A Magda też nie chce. Będziesz mówić z nami? Nie będę. No już. Dobrze, idziemy wewnętrzny. Смогли войти только здесь, и там такая решетка. Так, посмотрим. Это еще что вы тут увидели? Пожалуй, это и все, что мы здесь могли увидеть. Решетку и вот немножко. Ну хорошо, очень классно. Идем дальше. Пока стоим на светофоре, ждем. Тоже немножко покажу. Вообще меня очень впечатляет этот город. Я о нем вообще ничего не слышала, это нам Магда рассказала. И мы вообще не пожалели, что приехали, да? А спросите меня, где Чупи? Чупи такие. Чупи вот сидит. Поел, попил, теперь сидит. Бесился. А сейчас, мы, короче, идем и увидели вот такой рынок. Барахолка. Барахолка, класс. То файне. Самбуки. То бути? Такие скрипки. А, ти Вау. Так файна така тарелка. Так дуже жеч. О, який стол. Вау. Ребята, я в шоке. Когда у нас идешь на барахолку, то у нас она там выглядит так, как будто ты лучше ничего не трогай, ничего не бери. Это Ну. мангал в виде коровы. А, мангал в виде коровы. Вот А. так. Мангал в виде коровы. Да. А тут вот спокойно бери любую вещь, иди гуляй. Вообще очень так похож этот город на Вроцлав. И вот еще один костел. Реально же как Вроцлав. Скажи, Сашка, Ну да. чем-то похож. Очень круто. Может даже чем-то на Чехию. А вот это точно похоже, как в Чехии, такие вывески в таком в одном Ну, стиле. какой-то дизайн-код, у всех одинаковые. Ну, большинства вот там дальше, с другой стороны. Вот этот один ты имеешь в виду? Или все? Подвесная. А, ну Они подвесные. везде одинаковые, ну, много где. На каждом фонаре. И вот тоже. Там фрезер какой-то, Да. там Класс. дальше подкова. Это как в Чехии, честное слово. Из того, что мы успели узнать еще про Торунь,
то, что этот город, во-первых, он старинный, ему уже почти 800 лет, и он был почти не разрушен во Вторую мировую войну, что позволило ему остаться вот таким интересным, готическим. Ну, никогда здесь нет, но в целом очень много старинных зданий, поэтому тут развит туризм. И вот даже мы тут оказались, правда, у нас всего 2 часа с половиной, поэтому мы очень активно пробежимся по-быстрому. Но самое интересное, я думаю, мы зацепим. Да, и плюс мы тут всего лишь, ну, зашкал 2 Проездом. часа, проездом еще в другой город едем. Да. Вообще, окончательная точка — это нас Магда пригласила к себе, ну, домой, там, где она родилась. Ребят, ну серьезно, ну не могла я не заснять этот дом. Посмотрите, какой балкон. Блин, носок. Ребят, облилась чаем. Так хотела вам показать повыше. Камеру нагнула. Лирическое отступление закончилось, поэтому вот сейчас хотела вам показать, вот, во-первых, эти часы, во-вторых, вот эти дома. Господи, ну на что похож Житомир? Ну очень красиво. Пенкный. Немножко на Гданьск, на Вроцлав. Очень крутой. Вообще, это просто открытие для меня. А ехали мы сюда 2 часа. 3. 3. Нет, мы ехали 3, а пробудем 2,5. Вот, точно. Мы нашли музей пряника. Перник, то есть пряник. Магда говорит, что он не любит пряники, я, кстати, тоже не люблю. А вот, собственно говоря, и эти пряники. Напротив. Такой магазин. Класс. Ну, мы внутрь не пойдем, потому что у нас мало времени, но так, конечно, прикольно. Музей пряников. Я думаю, мы зайдем лучше в какой-нибудь магазин, где они продаются, показать. Просто вот такие классные магазин. сувенирные. Не, я видел. А, да? Должны быть всякие такие вот в форме. Класс. И тут еще притаился дракон, он же смог тарунский. Вот так вот просто, вот там монетки люди бросают. Неплохая сумма накопилась, но его не чистят, видимо, как фонтаны в Италии. Он даже возле дракона куча монет. Решили тоже бросить монетку. Подошли сейчас к руинам старого Тевтонского замка. Тут уже немножко все переделано. Спортивная площадка, детская площадка. Ну и сами руины тоже видны. Тут тоже старые дома, все классно, красиво. И еще немножко руины старого замка. Тут есть касса, и, наверное, там куда-то можно еще войти на экскурсию подробно. Все. Ну, классное место. Мы продолжаем путь дальше. Мы спустились вниз, и просто забачьте. Вообще так классно. Побоище, наверное, устраивает. Ну, нам тут по пути, чтобы идти там вот на следующую точку, то мы идем вот по этих сходнях. Блин, так классно. Я сейчас только узнала, что не рама, а брама, по-польску брама, а на русском это ворота. Классно, да? Я не знал. Вау, тау брама. Файно. Так файно. Ну, правда. То есть, я не знаю, сколько лет. Или лат, то дуже лат. То столько лет. Вау, Саш. Тебе нравится? Круто, ребят. Тут реально, вот город недооценен. А вот как классно. Скажи, недооценен? Туристов пару миллионов в год приезжает, а население 200 тысяч всего. Вау, офигеть, такие окошечки. Блин, классно. Ну, ребята, это Магда нам рассказала про этот город. А вообще тут 2 миллиона туристов. 2 миллиона. Мы постоянно останавливаемся, потому что мне хочется заснять все, ребята. Так заросло. И Красиво. он очень красиво город. Реально Ну, вот тут просто минут 10, наверное. гулять очень приятно. Жалко, что только 2 часа. Ну да. И дальше тоже красиво. Посмотрите на эту дверь. Просто музей. Хотя это всего-то адвокатская канцелярия. Везде башни, везде старина. Просто вот чувствуешь себя в старой доброй Европе. Очень мило, приятно. Погода налаживается. Там еще Висла, вон вдалеке мост.
Тоже красивые виды. А мы все еще приближаемся к самому интересному старому центру и главным достопримечательностям. О, какое милое место. Тут корчма, отель, и в окнах всякие какие-то забавные фигурки. О, как же тут классно. Очень классно. А мы все еще никак не дойдем до главных мест, но уже в восторге. Каждый дом офигенный. Ребята, нам Магда рассказала, что она ходила вот в эту школу. Ну, то есть она не очень далеко, тут 30 километров, она сказала, ее город. Торуня. Представляете, ну, я бы тоже хотела в такую школу ходить. Ну, классно. Ой. Прzepraszam. Блин, вау. И она ехала на велосипеде 40 минут каждый день. И вот тут совсем рядом со школой такой очередной классный костел. Попробуем заглянуть внутрь тоже. Тут красиво. Высокие потолки. Украшения. Немножко прошли дальше. Костел вообще огромный. Там еще есть тур на башню. Да. Ну, мы, конечно, не пойдем. Ну, не пойдем, потому что нам уже осталось час. Я еще хочу увидеть Кривую башню. Саша сказал, что тут есть Кривая башня. Она... больше, чем Пизанская. Представляете? Ну, мы видели такие башни в Италии. Ну и которые что? тоже больше. Больше, чем Пизанская башня. Вау. Увидели тут такой крест. И смотрите, его каждый год носили. Вот там есть. Ну, С 1995. А, ну что его с ним носили? ходят, ну, в этих путешествия, типа... Каждый год. А вот когда была пандемия. пандемия, да, то вот пропустили. Класс. Это правильно. Да, может, не так. предположил. Мы типа предположили. А вот здесь можно пойти и посмотреть наверх. Но у нас уже нету времени. Ну, в башню посмотреть, но у нас уже нету времени, к сожалению. Поэтому мы идем дальше. Смотреть Кривую башню. Смотрите, женщина разрисовывает пряники. Те самые пряники, которыми славится Торун. Блин, так мило. Когда-то я занималась тоже пряниками, тоже их разрисовывала. Очень круто вообще. Так атмосферно. Сёшко, тут очень круто вообще. Здесь, ну, всем советую. Но обязательно едете в Торун. Очень круто. Коперника мы видели, а вот, пожалуйста, и Коперник стоит, наблюдает. Да, как мы уже говорили, он тут родился, и даже вроде есть конкретный дом, но не подтвержденная информация. Тут еще есть какой-то бронзовый ослик или какой-то позолоченный. Много людей с ним сфоткаются. Ну, как всегда, красивые окружения. Башня. Тут тоже красиво очень. Супер. Ну, ребята, ну как? Ну как? Может быть так красиво, я не понимаю. И это просто восторг, это очень красивые дома. Ну, чем-то реально похож на Гданьск. А может, пусть он и ничем не будет похож ни на какой город, но просто очень замечательно. И просто супер много людей. Все приехали смотреть эту красоту. Я, как дурень, никогда не знала про этот город, Саша. Если бы Магда не сказала. Если бы Магда нам не сказала, мы бы не залезли в интернет и не смотрели Мы бы сюда не Но скоро доехали. вообще класс, я так рада. Блин, тут так много туристов, все для туристов, столько заведений, классно. Атмосфера вот Да, туристически. туризма. Мне ощущение, что мы там подружевать приехали, да? Вообще классно, ребята. Все, идем дальше. A teraz znaleźli przyjaciela dla Czupy. Вау. Это как во Вроцлаве гномы. Не, ну не так. Все-таки тут нету много прямо песиков. Ну клево. Можно загадать желание. Мы видели осла, который можно потереть, загадать желание, и песик. Песик лучше. Конечно, вообще Еще бесспорно. Шапку принес. Поцелуй. Да, посмотрите, какой добрый. Он тут ждет, наверное, хозяина. Типа хозяин пошел за лед, по лоду, купить себе мороженое, а он тут вот стоит, ждет. Такая башенка. Dobrze, gdzie idziemy? Tu? Idziemy. Wow.
Я в восторге, ребят. Сейчас мы пришли тоже в какое-то место, тут планетариум. И дальше вот надо туда пройти, чтобы посмотреть, что там интересного. Да. Ребят, ну Магда сейчас решила совершить очень серьезный поступок для нас. Но мы бы может, не это и осмелились. нормально. Ну, это, Ну, наверное, я так не нормально, да. делаю. Мы бы не осмелились, но мы даже не догадались. Магда говорит, я хочу в туалет. Мы говорим, ну, давай подождем до потёнга, до поезда, и либо найдем какое-нибудь платное. Она говорит, не, я пойду до ресторации, до ресторана. И пошла вот в этот ресторан и говорит, спокойно, я сейчас приду. И реально пошла, и вот уже мы ее ждем, значит, все нормально, зашла, все сделала, и ничего не надо было покупать. Идем, гуляем, мы разговариваем между собой и наткнулись на такой классный дом, такой весь каменный, и видно, что такие старые кирпичи, и такой атмосферный, там, наверное, перники. Чуть не сбил, блин. Ну, и там перники, а там продаются? Да. И там Оригинальной сторону. Идем, забросим? через 2 дома дом-музей Коперника. Вау. Вот, ну, там 2 дома у нас. А, так мы вот Вот как раз эти. туда идем. Да. Магда как раз хотела нам показать. Добре. Идем, зайдем в перники, За где Бачами. за Бачами. Ну, ребята, быстро вам покажу, как это все выглядит. Тут люди кушают, ну и такой магазин. Я думала, тут поинтереснее. Такие прянички, всякие наборы, ну, обычно, видите. Я думала, что такое... О, вот эти покруче выглядят. Такое привезти классно. Круто. Ребята, вот мы до него дошли, дом Коперника. Поснимала вам вот в том склепе. Короче, ну и видели, ничего особенного. А вот дом Коперника вообще прикольный. Супер. Неплохо он так жил, Саша. Если бы у меня был Может, он такой жил дом. там на чердаке или в подвале. Подвал. Он родился. Но. Ну и жил, наверное. Ну, если... Прикол, что все фоткаются тут, а его вход вон там был. Саша, видел? Вон тот маленький. вот, ну, возможно. Смешная, ужасная, да, шутка? Не очень. Так, мы с Кавка. Кстати, мы же не рассказали историю, что Магда пошла так смело до ресторана. Ну, и вы думали, что она спокойно там зашла в туалет, но в итоге ей пришлось купить Кавка, иначе никак. Но она рассказывает, что если ресторан большой, то она спокойно проходит. Да, я думаю, это реально. Просто это был маленький ресторан, да. В общем-то, и мы тут Мы подходим к набережной. подходим к набережной. Мы увидели эту кривую башню Кшива-вежа. Она очень кривая. Я не знаю, как бы вам так показать. Саша, я не знаю, как показать, чтобы она была видна. Ну, Кривая. кривизна видна. Видна Ну, вам если- кривизна, да. ребят? Я делаю На все, что фотографиях могу. очень видно. Она еще больше наклонена, чем Пизанская башня. Ну, это мы уже говорили. И я хочу, может, еще поближе подойти, Да. может, он будет виднее. Ну, ближе. Да. Так что не только Италия славится. Ребята, ну вот сейчас очень видно, насколько она кривая. Просто. Там мешка люди, не видишь? То если там мешка люди, то страшно. То страшно там мешкать. Просто вау. Блин, так люблю находить кривые башни, но еще и вторник. Почему тогда в Италии такие известные башни, а тут самая кривая неизвестная? Ужас. Несправедливый. Хотела подойти ближе. Получается, окошки есть. Но люди, конечно же, там все-таки не живут. Но в окне, вот там на последнем этаже горит Ну, свет. что-то там есть. Значит, кто-то там прибывает, ребята. И вот там открыты Может, двери. даже какая-то Открыты ресторация. двери, может, это ресторан какой. Не знаю. Но очень прикольно. Вот мы сейчас идем, а он сейчас грохнется. Саш, и будет не смешно. Что там? Ну, просто, наверное, музей. там А, вход внутри платный. музей. Ну, вход платный. Вон, видите, свет горит везде. Наверное, Массакра. Мы тут реально стоим, а он сейчас как шандарахнуть пошли. О, песы. Две собаки. Она еще собака сидит. Ее в туалет тоже надо выпустить. Сашка, ну, еще нашу собаку. Ну, на вокзале вы. Ну, добре.
Ребята, мы идем до вокзала возле Вислы. Река такая огромнейшая и такой большой мост длинный. Вот сейчас пойдем по нему. Вообще класс. Такая набережная. Вах-вах. Ну и вот, ребята, мы уже на вокзале. Шли по классному мосту. Да. Ну, Ну, короче, мы показали. самое обидное, что мы тут всего 2 часа. Вообще были. очень Мы сюда много. вернемся, я думаю. Это очень классно, у нас еще много планов на этот город, поэтому мы обязательно вернемся. И всем советую. Ну, супер впечатление. Вообще обязательно. На выходные приезжать. идеальный вариант. Мгм. Особенно если недалеко живет. И особенно, если у вас нету карты побыта или визы. Да, так что все, мы приехали уже в другой город. Возможно, там тоже Да, посмотрим. будет еще видео отдельно. Да. Все, говорим вам пока. Пока, Спасибо, что оставайтесь были с с нами. нами. Ставьте лайки. Все, пока.